Привет, 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 песеры, с вами Морж. Давненько у меня не было рубрики «Попиздим», ну, в общем-то, это она, по сути, и будет. На фоне у вас будет матчик моей команды новичков, совсем недавно я обновил состав, если вы смотрели, лайк можно сразу ставить. Да, Konami тут нам опять дало немножечко ГПшки, опять у них там что-то сломалось, опять у них руки не из того места растут, короче, я еще и Повара себе быстренько приобрел. На основном аккаунте у меня стоит Ван Бисака на правом защитнике, здесь я решил попробовать Повара. Тоже, думаю, будет вполне себе неплох. Ну и противника посильнее мне нашло, парень, видно, давно играет, у него 5 иконик игроков в составе, будет мне тяжело, само собой, с такой защитой, линию защиты мне прям нужно усиливать. Тем не менее, матч интересный, поэтому я решил вам его показать, 2500 почти у него состав, но при этом 82 сыгранности, и об этом мы тоже поговорим. В целом, я хотел бы сегодня поговорить про те вещи, которые Konami, нужно максимально быстро исправлять в eFootball, чтобы хоть как-то игра набирала обороты, набирала новых игроков, получала какое-то распространение, если они не хотят все-таки до конца уже похоронить этот проект. В игре есть достаточно много интересных механик. Игра, в принципе, я уже начал привыкать к тому, что происходит на поле, хотя иногда происходит просто цирк с конями, который вы, кстати, увидите в этом матче. Вот. Тем не менее, есть очень много вещей за полем, которые можно исправить. Игра от этого станет только лучше, больше игроков будет, да и сами Konami смогут увеличить свой доход, что, я думаю, им все-таки важно. И пока у нас в мобилке в 21 части абсолютно ничего не происходит, даже фиалки не выходят, икоников нам не дают. По составам, которые стоит оставлять, не стоит, что вообще делать по 22 часть, я все рассказал. Все эти видео вы можете посмотреть на канале. Я, в принципе, уделяю время 22 части на компьютерах. Почему так? Потому что, ребят, нам все еще обещают мультиплатформенность, Konami от этой идеи не отказались, поэтому у нас на мобилках будет абсолютно все точно так же, как на приставках и консолях. В этом как бы и весь прикол мультиплатформенности. Да, у нас будет похуже графика, меня до сих пор удивляют люди, которые некоторые пишут, Морша, у нас на мобилках будет такая же графика, как на ПК. Чувак, если у тебя мобилка по мощности сопоставима с современным персональным компьютером или современной консолью, то, конечно, она у тебя будет. Но мне кажется, немножечко все-таки несопоставимо. Я тут уже первые моменты начинаю использовать, мягко говоря. Ребят, моментов таких еще будет, и об этом мы тоже поговорим. Значит, я не зря ваше внимание обратил на сыгранность у моего противника. Видно, что парень играет с 21 части, играет он давно, откуда у него еще эти иконики, кроме как ветеранского бонуса с 21 части. И вот здесь, наверное, первая проблема возникает у меня, по крайней мере. Ну и у парня, как мы видим, тоже возникло. В чем дело? Дело в том, что у нас сыгранность поднимается не за счет матчей, а за счет того, что ты кидаешь очки навыков, собственно, в эту гребаную сыгранность. Но говорит ли нам об этом кто-то? Есть ли хотя бы всплывающее окно в момент обучения 22 части, которая нам про это рассказывает? Ребят, конечно же, нет. Конечно же, Konami, как обычно, забила на обучение игроков механикам своей игры, а при том, что оно обязательно нужно было. Механика поменялась, вы видите, игрок с прошлой части, но он не понял ее. Нет, возможно, конечно, я не знаю, не разговаривал с этим человеком, возможно, он специально так сыгранность прокачал, но я что-то в этом сильно сомневаюсь. Он не знал, как это качается. Ему ничего не сказали, и он спокойно думал, что, как и в прошлой части, сыгранность поднимается матчами. Из-за этого ему дали икоников на старте, он поднял им уровень. Уровень тут показывают, как поднимать, как статы раскидывают, показывают, но про сыгранность не говорят ни слова. Он спокойно поднял статы и все. И то есть он запорол, по сути, игрока. То есть мало того, что Konami нам не дает информацию, Konami нам еще и не дает шанса исправить. То есть в чем проблема ввести какой-то токен, который бы давался за ивенты, например, да даже за деньги продавался, в конце концов, Konami, вам же бабки нужны, и ты мог сбросить статы у игрока, заново его не прокачивая, и перераскидать, как тебе это все дело удобно. Допустим, ты хочешь с одной схемы уйти на другую схему. Тут еще один прекрасный момент. Просто замечательная игра в этом матче меня любила во всех позах, я вам так сразу скажу. И ты хочешь перейти с одной схемы на другую, но ты не можешь, потому что игрок у тебя уже прокачан под определенный стиль игры, которых у нас 5, я тоже про это рассказывал, и все, и его ты никак не перекачаешь. И это максимально глупо, но представьте, я новичок, я пришел в игру, я не знаю, какой стиль подходит мне нужно попробовать все 5, чтобы определиться, но Konami не дает такой возможности. Konami настолько плохо относится, в принципе, к новичкам в нашей игре, что неудивительно, что они здесь не остаются. Я смотрю на сообщество
русскоязычные в разных социальных сетях по песу, и я там вижу постоянно 50 одних и тех же человек. То есть, да, группа может быть на 10, на 20, на 30 тысяч человек, но одни и те же 50 участвуют в каких-то обсуждениях. Люди не приходят новые, больше уходят. Я вам свой канал могу привести в пример, который, ну, первый я имею в виду, который там на 80 с чем-то тысяч, а просмотров при этом на видео было, ну, по 15, ну, грубо говоря. То есть, вы понимаете, людей больше уходит, чем приходит в игру, и именно отношение к Konami, не сообщество, не еще что-то, именно отношение Konami к новичкам, именно отношение Konami в принципе к игрокам дает такой отток. Да, в игре есть минусы, но когда ты видишь, что их пытаются исправлять, что над ними работают, что разработчики знают о них и действительно пытаются справиться, тогда ты веришь в игру. А как верить можно в PES? Ну вот скажите мне, пожалуйста, если у нас в 21 части у нас полгода в игре ни хера не происходит, у нас полгода в игре не работает онлайн, в онлайн-игре не работает онлайн, ну как вообще до такого можно довести? То есть это, блин, как автомобиль, который не ездит. И его не чинят. Konami нам все время сообщают, что да, ой, простите, у нас проблемы с загрузкой серверов. Да, мать вашу, вы уже 10 раз бы купили новые сервера, если бы мы были вам важны. Если бы вам ваши доходы были важны, это, не знаю, ребята, это первая компания, которая не хочет денег. Я готов хвалить Konami за хорошие вещи. Сейчас в 22 части абсолютно нет pay-to-win. И это действительно здорово. Фиалки практически не отличаются от обычных игроков. Некоторые чуть-чуть лучше, некоторые даже хуже, чем обычные игроки. То есть, по сути, Konami нам говорит, что ты за небольшие деньги можешь сэкономить время. Ну, правда, время, которое можно сэкономить, немножко охренеть какое здоровое, но об этом сейчас я тоже скажу пару слов. Тем не менее, ты не получаешь нагиб за бабло. И человек, который вкинул бабки в игру, вполне ты можешь докачать игрока до таких же показателей, ну сначала, конечно, тебе купить надо, как и у него, и не ощущать перед ним дискомфорта. Но по поводу купить, тут, конечно, собака очень сильно у нас порылась. Я вам рассказывал, какая награда у нас за, типа, единственный режим такой, который в долгую в 22 части есть на данный момент, это дивизионы. Раз в месяц, если ты в самом высоком дивизионе, в который еще надо выйти, еще там надо удержаться, вот, ты будешь получать раз в месяц 30 тысяч ГП. Это охренеть. Если МБП у нас стоит 1 000 000, то всего лишь 30 месяцев, и у тебя уже 900 тысяч. 33 месяца, и у тебя уже 1 000 000. Ты целый вам МБП себе сможешь позволить. Одного игрока, я вам напоминаю, который еще может быть на хреновом настроении, а настроение в этой части решает очень много. 33, мать его, месяца. Почти 3 года. Почти 3 года фармить на игрока, которого человек, который вкинет немножечко денег, может получить за 100 голды. Ну, как по мне, тут совсем просто неадекватный подход. Я понимаю, что Konami хочет денег. Я понимаю, что донат должен облегчать игру, но не настолько. Не за 100 рублей, простите меня, 3 года жизни. Еще и, извините, в первый дивизион надо выйти. А при том, что у тебя состава нет, как бы, да, вот ты новичок, ты начал. У тебя 11 соснулых игроков, туда ты хрен выйдешь. Ладно, даже если вышел, даже если 3 года там просидел, окей, ты взял себе одного МБП, остальные 10 игроков у тебя все такие же соснулые, и тебя продолжают насиловать. Вот я не знаю, просто скажите мне, можете написать в комментариях. Вы новичок, вы зашли. Сколько раз вас должны трахнуть по 10-0, чтобы вы поняли, что эта игра не для вас, и вы ее удалили? Мне, честно, бы хватило пары раз. Мне ничего не объяснили по механикам. Я захожу в матчи. Мне тоже попадаются такие игроки, там по 1600 рейтинг команды у них. То есть он только зашел. У него не прокачанный тренер, у него не прокачанные игроки по 40 на всех позициях. Естественно, по 10-0 я его вывожу. Честно, я с такими игроками даже стараюсь. Но если мне там хватает ничьи, я стараюсь с ними ничью катать, чтобы они просто не ушли из игры. Но вот как им действительно быть в этой игре? Им ничего не объясняют, им при этом их кидают просто в самый ад. И ведь матчмейкинг здесь тоже проблема. Я вам рассказывал, в 21 части можно было собрать состав до 3000, до 2400 и попадать на своих. Да, Konami про это не говорила, как крысы, ни слова. Ни слова нигде. Тем не менее, это работало. В 22 этого нет вообще. То есть 22 полностью заточена под то, что ты собираешь максимальный состав. Понятно, зачем это сделано. Чтобы люди донатили, чтобы люди покупали новых игроков. Но новичков хотя бы, ну не знаю, на первые 2 недели в песочницу отправьте, пусть они играют с такими же людьми, как они. Konami, не творите для них групповое изнасилование. С таким подходом люди не будут оставаться в игре. Чтобы люди оставались в игре, это понимают даже разработчики самых маленьких мобильных игр, что игрока нужно сначала заинтересовать. А чем вы заинтересовываете? Мы заходим, обучения нет, гэнбэнги групповые есть, и игрок должен в это играть.
Игрок должен сам начать разбираться, тратить много часов, искать какие-то видео на ютубе, как вот это работает, как это прокачивать. Если он совершит ошибку, то уже, простите, это уже никак не вернуть, потому что токена сбросов навыков нет. И на вот этом всем люди должны оставаться. Я, конечно, не знаю, я не спец, вот, но у меня такое ощущение, что человеку, который руководит проектом PES вообще, подают какие-то немножко левые отчеты. И такое ощущение, что в этих отчетах написано, что, блин, у нас такая охрененная игра. Игра настолько охрененна, что миллионы людей становятся в очередь, которые хотят поиграть в нашу игру. И поверьте, эти миллионы будут готовы тратить по 5-6 часов, чтобы разбираться в наших механиках, поэтому мы им ничего объяснять не будем. После этого они готовы будут тратить годы на то, чтобы нафармить на нужного футболиста. Все эти годы им будет просто гэнгбэнг постоянный от старых игроков и тех игроков, которые закидывают деньги. И все равно они с нами останутся, потому что наша игра настолько охеренная, что мы можем практически ничего не делать, и все равно они будут играть. Вот у меня действительно складывается такое ощущение, что ему такие отчеты подают, потому что по-другому я не могу это объяснить. Простейшие вещи, всплывающие окна с обучениями, простейшая вещь, как токен сброса навыков, простейшая вещь, как дайте мне попробовать одну тактику, вторую, третью, четвертую, песочница для новичков. Ведь вы же заинтересованы в том, чтобы новый игрок пришел и остался в игре. Я могу привести всего лишь один пример, ребят. Я честно скажу, я не играю в FIFA, я не знаю, как там. Скрипты там, не скрипты, донат там, не донат. Я не скажу. Я могу только сказать по одному, что в нее играют миллионы людей. Действительно играют миллионы людей. А в PES ты заходишь, одни и те же 50 человек, одни и те же. На ПК сейчас реально настолько хреново все в онлайне, что я могу, заходя в ивенты, где там нужно в первом матче сыграть, заработать 1 очко, там во втором матче 3 очка, и потом за 2 матча набрать 5 очков. Я могу все эти 4 матча сыграть с одним и тем же человеком. Ну вот настолько все хреново с онлайном на ПК, к сожалению. Возможно, на плойках и на Xbox'ах это все дело получше, но на ПК это просто жопа. И, конечно, никто до сих пор не убрал. Некоторые онлайн-матчи настолько дичайше лагают, что просто жопа. Никто не убрал разрывы по техническим причинам, матч не состоявшийся, разрывы с матч ты проиграл. Никто этого не убрал. Konami, ну просто откройте глаза хоть когда-нибудь. Это же главное в онлайн-игре. Главное в онлайн-игре хороший онлайн. А вы не даете этого и пытаетесь при этом что-то там из себя выкорчевать, как будто вы какой-то конкурент FIFA. Не конкурент вы. FIFA вас даже не замечает, понимаете, вы для нее не существуете. Вот, к сожалению, это так. И хочется, чтобы было по-другому. И действительно, есть максимально простые шаги, которые позволят игру сделать лучше, позволят набрать аудиторию. Расскажите про сыгранность, просто расскажите хотя бы о ней новичку. Расскажите про прокачку новичку. Я понимаю, что человек, который увлекается футболом, понимает, что защитнику нужно качать защиту, а нападающему удары. Я понимаю, но сделайте, просто всплывающее окно. Пусть если человек не захочет понять эту информацию, хрен с ним, я сам с такими людьми общаюсь, которым можно по 15 раз повторить, он все равно ни хера не врубается. Ну, есть такие, не так их много, но есть. Если человек захочет разобраться, дайте ему возможность в этом разобраться. Вы же этого не даете. Графику подтяните. Честное слово, какой 22 год? Ребят, у меня стоят максималки. У меня все это спокойно компьютер вытягивает, но графика, режет глаз. Ладно бы Konami про нее не заявляли. Одни из моих любимых игр это первый, второй Fallout, там нет графона вообще. Они же заявляют это как Next Gen. Они же заявляют, что это все будет красиво. Они даже специально сами публикуют отрендеренные дико картинки, которые ни хрена не показывают такую графику, как в игре. Сделайте матчмейкинг, перестаньте заставлять новичков участвовать в гэнгбэнге с старыми игроками, у которых полностью собраны составы. Уберите это. Вам только спасибо люди скажут. Даже сами старики, возможно. Есть, конечно, конченые старики, я таких тоже уже встречал, которые там, я в первом дивизионе. Конечно, ты, малышей каталог, у тебя там команда 2800, у них по 1600. Ты молодец. В следующий раз, пожалуй, можешь выйти, не знаю, на боксерский ринг против 8-летней девочки и потом рассказывать, как ты там всех побеждаешь. Да, есть хорошие игроки, и многие эти хорошие игроки пишут, что нам самим не интересно с такими играть. Мне не интересно с такими играть, потому что у меня состав собранный за копейки. Тем не менее, он прокачан, я хотя бы понимаю механику. Когда мне дают новичка, какой мне прикол его 10-0 катать? Я от этого удовольствия не получаю. Сделайте, в конце концов, наконец-то официальный просчет статов игроков, тем более, насколько это важно в 22-й части. Все те вещи, которыми мы пользуемся, это PES Hub, например, или PES Database, если в виде сайта. Это все ребята делали на энтузиазме. Естественно, там информация не всегда может быть точной. Konami,
Сделайте официальный ресурс, это нужно игрокам, этим игроки пользуются. Но Konami, как всегда, похер, сами найдут там что-то, кто-то вместо нас сделает. Чем мы вообще на это тратить будем время? Люди хотят разбираться, пусть они сами копаются в нашей игре, пусть они все эти таблицы выкладывают. Ну, согласитесь, но это глупый подход. Ну, это просто ужасно. Тем более сейчас, когда вот у меня, допустим, у меня денег нет, я хочу посмотреть, как у этот футболист прокачается. Я каждую копейку считаю, чтобы подумать, поставить его в состав, купить его в состав или нет. Но я не могу посмотреть этого футболиста, потому что официального приложения нет, официального сайта нет, официальной информации нет. И у меня самого опускаются руки, при том, сколько лет я играю в PES, я снимаю, я стараюсь я пытаюсь сам игрокам объяснить, хоть как это работает. Я надеюсь, многим из вас я помогаю. Я занимаюсь сейчас, в принципе, тем, чем занимается Konami. Окей, мне не сложно, но иногда у меня у самого опускаются руки, глядя просто настолько на похеристическое отношение и к аудитории, и, в принципе, к своей игре. И когда ты буквально видишь простейшие шаги, которые не требуют ни денег, ни особо усилий, которые сделают игру лучше, сделают игру приятней, которые приведут новых людей в игру. И раз за разом ты видишь, что Konami это не делает, честно скажу, ребят, иногда руки просто опускаются. Не знаю, долго, наверное, я вам все это рассказываю, но как-то вот честно наболело. В мобильную версию я сейчас вообще практически не захожу, так матчдей, только катаю, что там еще делать. И сейчас я достаточно много уделил времени 22-й. И вот честно, что-то, ну да, что-то мне нравится. Мне нравится долго сидеть, подбирать себе игроков, мне нравится раскидывать им статы. А потом ты выходишь на поле, ну, первый тайм мы его видели. И вот такое вот мне исполняют. Мало того, что противник сильнее, так еще и игра меня просто разворачивает, просто плевочком смачивает и приступает к своей работе. Не вопрос, матч мне понравился, именно поэтому я вам решил его показать. Да, проиграл, ну, я считаю, что проиграл я его вполне достойно против более сильного состава, с большим количеством моментов, но, к сожалению, где-то меня не хватило. Мне не трудно показывать такие матчи, и мне не стыдно. Просто действительно хотелось поделиться с вами вот тем, что наболело. То, что очень легко исправить. Вдруг каким-то образом кто-нибудь из Konami меня услышит и может хотя бы напишет в личку и постарается посоветоваться. Я каждый свой аргумент смогу объяснить. Ну, а ты по поводу всего этого, что думаешь, пиши в комментариях, я с удовольствием почитаю. И буду потихонечку готовить еще один ролик. Наверное, он будет на понедельник. Есть, ребят, о чем поговорить. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда. Пока.